1959 год. Инженер Volvo Нильс Болин изобретает трехточечный ремень безопасности. Его коллеги смеялись, кому нужен этот ремешок. Сегодня он спасает миллионы жизней. Но что, если я скажу вам, что даже сейчас, в 2025-м, автомобили, на которые мы молимся, могут предать нас в секунду? Привет, друзья! Сегодня мы разоблачим мифы о безопасности машин. Вы узнаете, как ваша семейная крепость на колесах может стать ловушкой, почему хэтчбэк — это русская рулетка, а внедорожники. Их секреты вас шокируют. Поехали! Минивэны. Эти дома на колесах должны быть надежными, как швейцарские часы. За их улыбчивой рекламой скрываются драмы, которые переворачивают жизни. Начнем с Toyota Sienna 2023 года выпуска. Ее история началась в 1997, когда Toyota решила завоевать Америку, создав первый минивэн с раздвижными дверями. Тогда никто не думал, что через 26 лет эта машина получит 5 звезд Euro NCAP, но при этом потерпит фиаско в тестах IHS, где незакрепленная кукла-манекен вылетела в окно. Почему так произошло? Дело в том, что 75% родителей неправильно крепят детские кресла. NHTSA 2023. Это не просто статистика, это проблема, которая стоит жизней. Например, в 2022 семья Родригес из Флориды столкнулась с этой реальностью. Их Сиенна перевернулась на скорости 80 км в час, и двухлетняя София выпала через окно. Причина? Кресло было закреплено пластиковыми клипсами вместо сертифицированных ремней. В результате девочка получила серьезные травмы головы. Toyota до сих пор пишет в мануале: кресла должны крепиться только сертифицированными ремнями. Но кто читает инструкции? А теперь взглянем на Chrysler Pacifica, первый гибридный минивэн, дебютировавший в 2017-м. Его хвалили за экологичность, но в 2022 IIHS обнаружил, что боковые двери открываются при ударе на 50 км в час. Причина? Замки из тонкой стали, которые Chrysler сэкономил в базовых версиях. В 2021 в Детройте Pacifica столкнулся с грузовиком. Дверь распахнулась, и 7-летний Итан выпал на асфальт. Его мать Линда кричала: «Я думала, это безопасная машина». Chrysler отозвал 12 тысяч машин из-за этого дефекта, но компенсации семье предложили лишь после судебного иска. Перейдем к Kia Carnival, минивэну с цифровым ключом для смартфона. В 2021 Kia инвестировала $300 миллионов в технологии, но забыла о ребрах жесткости. При перевороте крыша прогнулась на 10 сантиметров. Для сравнения, Honda Odyssey деформируется всего на 5 сантиметров. По данным NCAP, Carnival получил всего 2 звезды из 5 за защиту при перевороте. В 2023 в Техасе Carnival перевернулся 3 раза. Отец семейства Майкл выжил, но его голова ударилась о потолок. Врачи диагностировали сотрясение мозга 3-й степени. Мы купили Carnival из-за камер и сенсоров. Никто не предупредил, что крыша — это фольга, говорит он. И, наконец, Dodge Grand Caravan 2020. Последний представитель эпохи, начавшийся в 1984. Его платформа не менялась с 2008, а подушки срабатывали на 0,3 секунды медленнее, чем у Honda Odyssey. В 2021 в Канаде Grand Caravan столкнулся с внедорожником на скорости 60 км в час. Подушки раскрылись слишком поздно. 34-летняя Сара Лоренс погибла от удара головой о руль. Ее муж подал в суд, но Dodge сослался на возраст дизайна. Минивэны — это компромисс, говорит Ларс Юхансон, экс-инженер Volvo. Производители добавляют экраны, люки, но экономят на стали, а когда случается беда, винят водителей. 75% родителей неправильно устанавливают детские кресла. NHTSA 2023. По данным IIHS, 2300 детей гибнут ежегодно из-за дефектов минивэнов. Минивэны обещают быть домом на колесах, но слишком часто становятся домыслами на колесах. Запомните, звезды Euro NCAP — это не гарантия. Проверяйте каждую защелку, читайте инструкции, и пусть ваши дети будут пристегнуты так же крепко, как ваша любовь к ним. Давайте поговорим о хэтчбеках. Эти маленькие, юркие машинки, которые мы видим на каждом шагу в городе. Они кажутся идеальными, компактные, маневренные, экономичные. Но знаете что? Иногда за этой практичностью скрывается настоящая ловушка. И сейчас я расскажу вам почему. Начнем с Volkswagen Golf. Да, того самого Golf, который считается эталоном немецкого качества. 8 поколений, миллионы проданных экземпляров, и все это время одна проблема остается нерешенной. При лобовом ударе двигатель смещается в сторону водителя. Представьте, вы едете по своим делам, и внезапно авария. Ваша нога оказывается зажатой между педалями и деформированным полом. Это не просто больно, это может закончиться ампутацией. В 2022 Лукас Шмидт из Берлина лишился обеих ног именно так.
Volkswagen выплатил его семье 2 миллиона евро, но конструкцию менять не стал. Почему? Потому что это сложно. Сложно спасти чью-то жизнь? Серьезно? Теперь перенесемся в Индию, где Hyundai i20 позиционируется как автомобиль для масс. Кажется, что он создан для городских дорог, но его тонкие двери из стали толщиной всего 0,8 мм превращаются в фатальный недостаток при боковом ударе. В Дели в 2023 таксист на i20 врезался в рикшу. 17-летняя девушка оказалась зажата в салоне. Ее тело нашли в полусогнутом положении. Дверь вмялась на 30 сантиметров. Представьте, каково это — купить машину, которая должна быть безопасной, и узнать, что ее конструкция подводит в самый важный момент. Но не все так мрачно. Есть истории, которые вселяют надежду. Например, Ford Focus 2023 года. Этот автомобиль спас жизнь Джону Картеру в Калифорнии. Его система экстренного торможения сработала на скорости 90 км в час, сократив ее до 45 км в час. Джон отделался сломанной ключицей. Он сказал нам: «Я думал, что умру. Это чудо». И знаете что? Это не чудо. Это технологии, которые работают. Ford инвестирует в безопасность уже более 2 десятилетий, и Focus — яркий пример того, как инновации могут спасать жизни. А вот Fiat 500, этот автомобиль-икона, дебютировавший в 1957-м, остается символом ретро-дизайна. Но его короткий капот — это не только дань моды, но и угроза. В 2021 в Риме 24-летняя Мария Ричи врезалась в столб на скорости 40 км в час. Капот не поглотил удар, и судмедэксперт написал: смерть наступила мгновенно. Fiat до сих пор называет дизайн культурным достоянием, но многие эксперты считают, что это просто маркетинговый ход. Знаете, что самое страшное? Мы доверяем этим машинам своей жизни. Мы садимся за руль, пристегиваем ремни, думая, что все будет хорошо. Но иногда производители жертвуют безопасностью ради экономии или стиля. И это не просто цифры в отчетах. Это реальные люди, реальные семьи, реальные трагедии. 60% аварий в городах происходят с участием хэтчбеков. По данным IIHS, 3000 человек ежегодно гибнут из-за недостатков конструкции малолитражных авто. Хэтчбеки как люди, внешность обманчива. Одни прячут смерть под ретро-дизайном, другие спасают жизни технологиями. Выбирайте не сердцем, а головой, потому что в городе ваша машина должна быть не стильной, а живучей. Внедорожники. Эти монстры дороги, которые мы видим повсюду, кажутся непобедимыми, высокие, массивные, с мощными двигателями. Но знаете что? Иногда их цена и статус — это лишь фасад, за которым скрываются фатальные компромиссы. И сейчас я покажу, как роскошные марки вроде Range Rover превратились из эталонов безопасности в ходячие риски. Начнем с Range Rover Sport 2023, символа британского автопрома. После продажи Land Rover индийской Tata в 2008 машины лишились рамной конструкции. Кузов теперь полностью алюминиевый, а панорамная крыша не имеет стальных поперечин. Результат? В тесте Euro NCAP при боковом ударе стойки деформировались на 40% сильнее, чем у Mercedes G-Class. А в тесте на переворот крыша прогнулась на 15 см. Этого достаточно, чтобы раздавить пассажиров. Как сказал эксперт Tacham Research, Range Rover жертвует прочностью ради дизайна и веса. Но самое шокирующее — фронтальный удар с 25% перекрытием. В 2022 году Авторевью провел такой тест для Range Rover. Удар на скорости 64 км в час пришелся в левую переднюю часть. Итог. Двигатель сместился в салон, а деформация дошла до задних дверей. Если бы водитель был ростом выше 180 см, его ноги превратились бы в фарш, прокомментировал инженер Аркап. А теперь вспомните Range Rover Classic 1995-го. Легенду с рамой из стали толщиной 2,5 мм. В аналогичном тесте его каркас устоял, а деформация ограничилась капотом. Но сегодня, в погоне за экономией, даже премиум-марки забывают о главном. Безопасность начинается с металла, а не с панорамных окон. И это не единственный пример. Танк от Илона Маска — Tesla Cybertruck. При ударе на 50 км в час рассыпался, как карточный домик. Его алюминиевая броня треснула, а стекло разбилось в лицо тест-пилоту. А Chevrolet Tahoe 2023 с алюминиевой крышей провалил тест на опрокидывание. Деформация 10 см против 5 см у Toyota Land Cruiser. Знаете, что объединяет эти машины? Иллюзия надежности. Мы платим десятки тысяч долларов за статус, но получаем алюминиевые гробы. Высота капота внедорожников убивает пешеходов, а хлипкие кузова — своих владельцев. Хотите настоящую защиту? Смотрите не на логотип, а на толщину стали. Потому что даже роскошь не заменит здравого смысла. Давайте поговорим о машинах, которые не мелькают в глянцевых журналах и не появляются в голливудских блокбастерах. Машины эконом-класса.
Они не претендуют на звания роскошных или технологичных. Но знаете что? Иногда они оказываются настоящими героями там, где премиальные модели подводят. И сейчас я расскажу вам, почему эти скромные автомобили заслуживают вашего внимания. Открывает эту категорию Dacia Sandero. Это автомобиль, который покупают те, у кого нет лишних денег. Кажется, что это просто бюджетная модель, но ее каркас из стали High Limit Elastic способен выдержать то, что не могут многие премиальные авто. В 2023 в Румынии Sandero столкнулся лоб в лоб с Mercedes GLE. Оба водителя выжили. Да, вы не ослышались, маленький Sandero против огромного Mercedes. Эксперт Юра NCAP сказал об этом так: Dacia — темная лошадка. И он прав, потому что иногда простота и надежность оказываются важнее, чем навороченные системы и дорогие материалы. А теперь перенесемся в Россию, где Lada Vesta вызывает споры уже много лет. Ее критикуют за дизайн, за качество сборки, за все, что только можно. Но знаете что? В 2021 фермер Петр Иванов попал в аварию на своей Весте. Его машина съехала в кювет и перевернулась 3 раза. Крыша не сложилась, дверь не открылась, но Петр смог выбраться через окно. Он сказал нам: «Я думал, что умру. Спасибо, что крыша не сложилась». Это не просто слова, это реальная история, которая показывает, что даже в самых простых машинах можно найти надежность. Городской ниндзя Suzuki Swift — маленькая и юркая машинка, которая кажется игрушкой. Но ее каркас Hard Act — это настоящий шедевр инженерной мысли. В 2020-м в Токио 7-летняя Юки выжила после того, как ее Swift врезался в бетонную стену. Ее мать рассказала нам: врачи не верили, что у нее нет переломов. А знаете, что сказал инженер Сузуки? Мы проектировали Swift, думая о своих детях. Вот это настоящая забота. Не маркетинг, не реклама, а забота о людях. Знаете, что самое интересное? Эти машины не рекламируют свои достижения. Они не кричат о том, какие они безопасные или надежные. Они просто делают свою работу. Они защищают нас, когда мы меньше всего этого ожидаем. И это не просто цифры в тестах или красивые картинки в брошюрах, это реальные истории, реальные люди, реальные жизни. Эконом-класс — это не про дешевый пластик, это про стальных лошадок, которые спасают жизни, пока премиум-авто хвастаются наклейками. Иногда герои носят не плащи, а скромные ценники. Не судите машину по ее обложке. Автобусы и кейкары. Эти гиганты дороги перевозят миллионы людей каждый день. Они кажутся неприступными, как крепости. Но знаете что? Иногда их размеры и масса становятся не защитой, а угрозой. И сейчас я расскажу вам, почему эти машины могут быть как героями, так и злодеями. И первый у нас Bluebird, школьный автобус, который перевозит самое ценное — наших детей. Его сиденья с высокими спинками и трехточечными ремнями появились не просто так. В 1938 году произошла трагедия. Перевернувшийся автобус убил 12 школьников. После этого стандарты безопасности ужесточились. Но вот парадокс. В 70% стран мира дети до сих пор ездят без ремней. Представьте, ваш ребенок сидит в автобусе, который врезается в столб или опрокидывается. Без ремней он становится беспомощным перед физикой удара. Это не просто статистика. Это чьи-то дети, чьи-то семьи, чьи-то потери. А теперь взглянем на Smart Ford Wo, автомобиль-загадку. Крошечный, юркий, он кажется игрушкой среди машин. Но в 2023 в Мюнхене этот малыш столкнулся с автобусом. От машины осталась только кабина. 22-летняя Анна выжила. Она сказала нам: «Я ненавижу Smart, но он спас мне жизнь». Да, его размеры могли стать приговором, но его конструкция оказалась достаточно прочной, чтобы защитить водителя. Это напоминание о том, что даже самые маленькие машины могут оказаться героями в нужный момент. И вот она, легенда. Volvo 940 1995 года. Этот автомобиль стал легендой еще до того, как его разбили в тестах в 2023. На скорости 64 км в час он устоял. Инженер Volvo Ларс Юхансон сказал нам: «Мы плакали, глядя на тест. Современные авто легче и умнее. Но старые Volvo — это танки». Жаль, сегодня так не строят. И знаете что? Он прав. Потому что иногда прогресс — это не только новые технологии, но и проверенные временем решения. Автобусы и микроавто — крайности. Одни убивают детей из-за жадности, другие спасают вопреки логике. Если ваш ребенок едет в школу без ремня, это не транспорт, это лотерея. А в лотерее всегда есть проигравшие. Безопасность — это не подушки, это сталь, которая не согнется. Это родитель, который 10-й раз проверит кресло. Это выбор не между маркой и ценой, а между жизнью и статистикой. Друзья, машины не становятся безопасными сами. Их делают такими люди. Будьте этими людьми. Проверяйте, читайте, требуйте. И да, Volvo все еще вне конкуренции. А вы, на чьей вы стороне? Подписывайтесь, жмите колокольчик.
До новых встреч, где мы продолжим бить мифы вместе.